Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. После длительного перерыва, начиная с Нового года, я не выкладывала ни одного видео. Я решила наконец-то взяться за работу и за свой канал. То у меня рогожка, мебельные образцы, они совершенно разных фактур. Вот сзади, видите, здесь вот такое тканевое покрытие, там вот флисовое было, или простая рогожка у меня вот справа темные квадратики. Я все порезала на, которые большие были кусочки, я порезала на квадратики 15 на 15 сантиметров. А были мебельные образцы совсем маленькие, вот прямо именно вот такого размера. Они чуть больше 15 сантиметров, где-то в ширину 15, а, допустим, в длину 17. Но я их потом приведу к общему размеру. 15 на 15 они у меня будут, для того, чтобы все это дело как бы унифицировать для пошива одеяла. Я буду вышивать сегодня нитки, которые я использую для вышивания. Я уже неоднократно показывала. В основном это вот такие тонкая пряжа вязальная, но есть и вот ирис немножечко, какие-то другие вот фирмы. Главное, чтобы все эти нитки были из мерсеризованного хлопка. Это такая специальная обработка хлопка, которая не махрится. Вот нитка идет хорошо при вышивании. Это не все цвета, которые я буду использовать. У меня еще целый пакет вот этих всяких ниточек. Но показала хотя бы для примера, потому что у меня очень часто зрители спрашивают, а какие нитки, да любые нитки, какие вы хотите, такие используйте, с какими вам удобно работать, какие у вас есть. Я и мулине иногда использую, многие спрашивают, сколько сложений. Они ведь разные бывают, да, бывает и 25 сложений, бывает 16, но я мулине вот использую такие же, которые вот мне по толщине подходят, и которые примерно одинаковые с теми, которые у меня в основном, основная масса цветов есть. Я сейчас уже не рекомендую вот эти нитки никому, потому что, ну, во-первых, это реклама, а сейчас есть закон о рекламе, а во-вторых, уже даже в моем магазине, который я все время покупала у себя через дорогу, эти нитки уже кончились, и продавец мне сказала, что они сняты с производства, поэтому я самые такие вот востребуемые цвета, которые чаще всего использую, например, вот такой вот ярко-синий, такой бирюзовый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, оранжевый, которые я часто использую в своих работах. Я их прям теперь выискиваю на маркетплейсах, где вот остатки люди распродают, и выкупаю, потому что, ну, мне они нравятся, я к ним привыкла с ними работать, и мне с ними хорошо и привычно. Ну вот первое, что я делала, первые стежки я показывала, это тамбурные стежки. Вот такие вот цепочечки я ими вышила. А сейчас это называется шов-козлик. Это декоративные стежки, которые каждая вышивальщица должна иметь в своем арсенале. Они не сложные, совершенно даже простые, можно сказать, примитивные, но при этом, благодаря таким совсем несложным стежочкам, получается в результате что-то очень симпатичное. У меня уже были работы, которые я делала вот именно на рогожке, квадратики из рогожки я расшивала, но там были мандалы, такие кружочки, в которых вышивка. А я подумала, ну что я все кружочки да кружочки, а может быть мне сделать какие-нибудь другие геометрические фигуры. Ну и сделала квадратик, который вот к основным сторонам моего тканевого квадратика под углом 90 градусов. Получается как бы такой, как ромбик даже. И вот расшиваю. Мне показалось, что так тоже будет интересно смотреться, не обязательно все время круги делать. Видите, здесь совсем простой вообще, вот иголка вперед, по-моему, называется этот шов. Ну, то есть вообще, ну, незатейливый. И при этом он очень украшает в результате вот эту мою заготовочку. Если обратите внимание, здесь всего лишь ничего. Вот тамбурные стежки, тамбурные швы и козлик. И вот это вот простенький, опять тамбурный. То есть, в принципе, для того, чтобы расшить вот как-то квадратики, достаточно в арсенале иметь совсем немного стежков. Конечно, я буду еще, ну, разнообразить это. Вот это вот у меня французский узел называется. У меня здесь 2 навива на иголку. Можно делать 1 или 3, в зависимости от того, как вам удобнее. А здесь я буду делать такой же французский узелок, но только вот на такой вот ножке. Получится как бы цветочек маленький.
Мне очень нравятся эти декоративные швы. Они очень украшают любую работу и в технике пэтчворк, и просто любая вышивка, которую вы захотите сделать где-то на одежде себе, еще как-то. Ну, единственное, конечно, рисунок придумать. Но я вот сильно не запариваюсь с придумыванием рисунков. Я просто смотрю, где мне вот что-то приходит в голову, я делаю. Если не приходит в голову, ну, сделаю вот такой, даже вот в таком виде уже это будет хорошо и симпатично. Но мне вот захотелось еще в серединке сделать такой, как бы шестигранник, гексагон по-другому называется. Ну и я решила и сделала. Почему-то мне вот именно, пока я отдыхала, мне захотелось именно вышивать. Я сейчас решила пока не шить, поэтому ближайшие видео у меня будут именно с вышивкой, потому что, ну, видели, сколько у меня этих квадратиков разноцветных, да, из рогожки. Ну и, соответственно, я запланировала их все расшить. И, соответственно, у вас будет очень много вариантов, да, которые вы сможете для себя выбрать, чтобы повторить, у кого, ну, своя фантазия немножечко забуксовала. Ну, и знаете, как обычно бывает, что посмотришь чью-то работу, и свои какие-то мысли приходят. То есть ты немножечко и от той работы берешь, и твоя фантазия потом полетела и развернулась во всю ширь. Поэтому кому-то для вдохновения нужно посмотреть немножечко и чужих работ. Я вот, если честно, вот эти все квадратики вышиваю, я просто вот, из головы, что пришло в голову, то и делаю. Если вы видите, то край вот этих квадратиков у меня практически очень часто повторяется, а центр я уже делаю как придумала. Вот это у меня стебельчатый шов называется, то, что я синими нитками цветочек вышиваю, называется стебельчатый шов. Но здесь же также я вот этот цветочек решила немножечко украсить листочками. Ну, короче, как в голову взбредет, так и делаю. При этом я использую практически одни и те же декоративные швы, потому что у меня их в арсенале, может, 10, не знаю, я не считала. Но этого достаточно для того, чтобы какие-то узоры получались. Потому что даже одни и те же швы, но другим цветом уже получается что-то другое, новое. И это украшает наш рисунок, нашу заготовку. Вот этот шов мне очень нравится тоже. Он такие, как вот елочкой, но он не называется елочкой, я уже не знаю, как он называется, но из него очень хорошо делать можно листочки и цветочки, вот лепестки. Можно тамбурными швами вот точно так же елочку делать, она получится более объемная. И вот в результате у меня получаются вот такие вот разукрашенные уже квадратики из рогожки. После того, как снимаю с пяльцев, надо обязательно отгладить, потому что у меня там и следы от пяльцев кое-где вытянулось. Вот напряжение с нити снять. В результате вот такой вот симпатичный получается квадратик. Так как у меня частично эти квадратики из синтетической ткани, не натуральная рогожка, то и вот я и отглаживаю через ткань. Конечно, я потом их еще буду выравнивать все, чтобы они все были одного размера, для того, чтобы потом их в изделии использовать. Можно что угодно. Хотите наволочку, хотите лоскутное одеяло с вкраплениями вот таких квадратиков, хотите сумку пошейте вот с такими вышивками, тоже будет очень симпатично смотреться. Но что угодно, что вам в голову взбредет, то и шейте, и это будет уже не просто пэтчворк, а пэтчворк с вышивкой. Это будет очень красиво. В следующем видео я обязательно продолжу расшивать эти квадратики, чтобы у вас были новые идеи. Но уже мне нравится все, что у меня получается, как всегда. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.